Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на семейном канале. Делаем вместе своими руками. С вами, как всегда, Андрей и Наталья. Сегодня мы снова займемся лоскутным шитьем. У нас в копилке есть одна интересная техника, благодаря которой нам удастся пристроить разные скопившиеся от предыдущих работ небольшие лоскутки. В основном это небольшие обрезки разных по цвету и структуре тканей. И вот такие небольшие полоски шириной 6 см. Хорошая ширина. Эту ширину мы и возьмем за стандарт для лоскутков. Для начала работы нам понадобится основа. У нас есть вот такая, довольно приятная на ощупь хлопковая ткань. Не очень толстая, но плотная. Ее мы и будем использовать в качестве основы. Выбрали основу. Проутюживаем небольшие обрезки тканей, которые планируем использовать в работе. Проутюжили материал, нарезаем из лоскутков полоски шириной 6 см, а потом разрезаем полоски на небольшие лоскутки. Шириной лоскутков мы определились, а длина у нас будет варьироваться в пределах от 8 до 12 см. Нарезаем из того, что есть. Нарезали лоскутки. Выбрали вот такие неяркие и неброские, в общем-то сдержанные расцветки. Чуть позже покажу, почему выбрали именно такие цвета. Чтобы объединить такие разные лоскутки между собой, из отреза ткани я заранее нарезал полоски шириной 4 см. Складываем два лоскутка между собой лицом к лицу и прокладываем строчку по краю на ширину лапки. В начале и в конце строчки делаем закрепки. Снова берем два лоскутка, складываем лицом к лицу и опять прокладываем строчку. Таким образом собираем все одиночные лоскутки в гирлянду. Шьем подряд мелкой строчкой. Нитки не обрезаем. Лоскутки складываем по принципу светлые и темные попарно. Сшили гирлянду, разбираем ее на парочки. Просто разрезаем нитки. Разобрали. Раскладываем парочки в цепочки. И собираем их по тому же принципу. Точно так же прошиваем прямой строчкой на швейной машинке. Пока шьем, нитки не обрезаем. Собрали цепочки, потом точно так же собираем из них ленты. Нашили лент из лоскутков. Проутюживаем их горячим утюгом с паром. Заглаживаем швы на сторону темных лоскутков. Я решил шить по диагонали основы. Для того, чтобы работа выглядела аккуратно, нам понадобится разметка. Разметку делаем только в начале. Дальше будем ориентироваться по швам. Для этого используем термоисчезающую ручку для ткани. Ручка с 3 стержнями в наборе. Недорогая, с хорошей, уверенной широкой линией, но расход чернил большой. Меня часто спрашивают про материалы и инструментарий, которым я пользуюсь. Ссылки на те материалы, которые часто спрашивают, оставлю в описании под видео. Начертили разметку, пришиваем лоскутки к основе. Начинаем шить с уголка. Укладываем лоскуток на основу. Сверху лицевой стороной прикладываем полоску шириной в 4 см и прокладываем строчку. В начале и в конце строчки делаем закрепки. Прокладывая строчку, ориентируемся по разметке. Пришили лоскутки, раскрываем шитье. В принципе, можно сразу пришивать ленту из лоскутков, но я вначале проутюжу шитье, а потом буду пришивать лоскутную ленту. Примеряя и пришивая ленту, учитываем, что в этом месте дальше у нас идет расширение основы, поэтому оставляем запас ткани по краям. Примерили, фиксируем булавками и пришиваем ленту прямой строчкой. Пришили ленту из лоскутков.
Обрезаем края полоски и первого лоскутка в размер основы, так как из-за их краешков не видно, где начинается и заканчивается основа. Затем раскрываем шитье и прошиваем лоскутную ленту на ширину лапки. Потом тоже подравниваем ее края в размер основы. Подровняли. Снова берем полоску ткани, прикладываем ее лицевой стороной к пришитой лоскутной ленте и фиксируем булавками. Прикрепляя полоску, ориентируемся по строчке на лоскутной ленте. Зафиксировали, прокладываем прямую строчку, отступая от края на ширину лапки. Пришили ленту, проутюживаем ее на мини-гладильной доске. Проутюжили, обрезаем ленту в размер основы. Примеряем и закрепляем следующую ленту из лоскутков. Таким образом мы будем заполнять всю основу по очереди, пришивая ленты и полоски. А чтобы лоскутная лента не давала складок и морщин, прокладываем по ней дополнительную строчку. Мы заполнили лентами и полосками большую половину основы. Теперь ширина основы пошла на убыль, и шить становится быстрее и комфортнее. Поскольку мы не подбирали лоскутки, рисунок получился хаотичным. Но если специально выбрать раскладку, то может получиться очень интересный узор. Собрали лоскутный блок. Вот что у нас получается. Таких блоков мы сделали 2. Хочу еще дополнительно укрепить лоскутное полотно отрезом ткани. Простегали оба блока на швейной машинке. Теперь ткани надежно зафиксированы. И мы используем наши блоки для изготовления декоративной подушки в гостиную комнату. Прикладываем один блок к другому, фиксируем их между собой булавками и прошиваем по краю. Одну сторону мы прошиваем не полностью, оставляя небольшое отверстие. Обработали кромку и проложили строчку по краю. Оставили незашитым совсем небольшой отрезок. Через него мы вывернем нашу будущую подушку на лицевую сторону. Вывернули и расправили уголки. Теперь равномерно набиваем подушку синтепоном через то же отверстие. Набили подушку наполнителем. Зашиваем отверстие потайным швом на руках. Наша декоративная подушка готова. Мы специально выбрали неяркие лоскутки, которые подойдут по цветовой гамме к интерьеру гостиной комнаты и будут сочетаться с диваном и креслом-коконом, в котором так удобно читать книги. А на этом на сегодня у нас все. Если вам нравится то, что мы делаем, пишите нам. Мы читаем все комментарии. Всего вам доброго. До свидания.